Это ноги человека, который работает на рисовом поле. А это рис в вашей тарелке. Чувствуете разницу? За каждым этим привычным блюдом стоит сорванная спина. И люди, чей образ жизни скоро исчезнет. Навсегда. Знакомьтесь, это дядюшка Фонг. Для туристов его будни забавный аттракцион. А для него адская рутина. Но Фонг не просто персонаж для фото. Он невидимая шестеренка, на которой держится жизнь его семьи, его животных и в конечном итоге всей страны. Он искренне мечтает, чтобы сыновья продолжили его дело. Вот только у нового поколения Вьетнама на эту жизнь совсем другие планы. Это день из жизни. Без глянца. Погнали. Скажите, что я буду снимать все, что он делает, да? Сейчас мы подойдем и начнем вот этот процесс. Хорошо. Тогда жду вас на ферме. Это его буйвол? Какое огромное животное просто. Мощное. Не так просто было добиться такой жизни, уж поверьте. Совсем непросто. Так приятно на душе, что мои былые трудности теперь запечатлены на этом видео. Эти кадры, которые вы наснимали, они ведь увезут меня прямо в Европу, понимаешь? Все это благодаря труду. Очень и очень упорному труду. Сколько таких снопов вам нужно перенести за сегодня? Где-то 150-200 килограммов. И поле в порядок привожу, и траву для скота добываю. Завтрашний день будет точно таким же. Это моя повседневная рутина. Слово «рутина» здесь обретает совсем другой масштаб. Крошечная ферма, собранная из подручных средств, на самом деле прожорливая экосистема, которая полностью зависит от одного человека. 200 уток, бесчисленное множество кур, коровы. Этот живой конвейер просыпается одновременно и не признает никаких выходных. Здесь нужно успеть накормить всех. От племенного скота до вот этих 4 оболтусов. Но к главному члену своей команды у дядюшки Фонга всегда было особое, почти сакральное отношение. Она для меня сейчас уже как собственный ребенок. Я забочусь о ней по-особенному. Каждый год она приносит мне по теленку, а это 20-30 миллионов донгов. Как тот, видишь? А как зовут ее? Бин. Бен? Потому что она родилась прямо на рисовом поле и плюхнулась в воду со шлепком. Дядюшка Фон, а вы помните тот день, когда первый раз вышли на поле? Сколько вам было лет? Семья была очень бедная, поэтому жизнь была тяжелой, сынок. Вот и ходил по соседям, пас им буйволов. Так и узнал крестьянское дело. 2 года пас. Мне тогда было 14. Это было как раз после освобождения, сынок. Потом отец забрал меня с сестрой и увез на юг, в Донгтхап. Приехали в Донгтхап и снова занялись крестьянским делом. Ну, то есть батрачили на других. А когда подрос, лет в 16-17, обучился работе по дереву, плотницкому ремеслу. Благодаря этому ремеслу я и зацепился за жизнь в Донгтхапе. А потом уехал в Сайгон работать. Вот так. Тогда я понял, что хоть я из бедной семьи, но могу зарабатывать достойные деньги. Я строил дома так, как не умели те, кто занимался этим всю жизнь. Я смог приложить усилия, потому что во мне горела страсть. Позже я перенес эту страсть на рисовые поля. Да, я начал с нуля. И многие не верили, но я видел в сельском хозяйстве будущее. Я приложил те же усилия, ту же решимость, что и в столярном деле. Сам все спроектировал. Все до единого моя работа. Реализовал здесь все свои идеи. Вот это спальня на 2-м этаже. А вон там дальше туалет и душевая комната. Я строил с расчетом на то, что если у моих детей будет большая семья, 2-3 ребятишек, то на нижнем и верхнем этаже места хватит всем. Дом построен в южном стиле, в центральном районе так не строят. До 43 лет я зарабатывал на жизнь именно этим делом. Делал такие дома и мебель для других людей. Это алтарь моих родителей. Мама упокоилась здесь, а папа похоронен в Донгтхапе. Я ведь окончил только 3 класса школы. Сложно тогда было. Приходилось крутиться.
Это место сплошные воспоминания. Воспоминания о том, как вернулся с юга. Я тогда подумал, в нашем Хаяне так хорошо, а люди бросают землю. Эти поля государство выделяет местным, но люди на них не работают, все травой заросло. Вот я и попросил отдать их мне. И все тут сам обустроил. Шаг за шагом. Вот рис собран уже, да? Сколько за этот сезон вы сдали риса? И сколько это принесло вашей семье? У меня 2 гектара земли. 1 гектар — это примерно 20 сао, что дает около 10 тонн урожая, сынок. 1 тонна стоит примерно от 6 до 7 миллионов донгов. Но такой богатый урожай бывает только в зимо-весенний сезон, а вот в летний-осенний сезон постоянно идут штормы и ливни. Правильно понимаешь, что когда собрали урожай, работа не заканчивается? Сезон сбора — это всегда суматоха. Собрать, высушить, взвесить. Но как только рис продан, поле снова становится моим. Нужно сжечь стерню, очистить землю. Это важный этап. Без огня не будет новой пахоты. Затем перед посевом мы ждем календарь от министерства. Они получают прогнозы погоды и штормов, рассчитывают каждый день, чтобы наш труд не унесло дождем. Были моменты, когда урожай буквально погибал, и вам нечем было кормить семью? Да, и это одна из причин, почему я выбрал в сельском хозяйстве многопрофильность. Начал заниматься животноводством и предлагать услуги туристам. Если бы моя семья зависела только от риса, мы бы не выжили. Если честно, я уже начинаю готовиться к старости, когда тяжелый труд будет невозможен. И этот буйвол мог бы стать для меня источником основного дохода. Buffalo photo. Okay. Buffalo photo. Okay. Bye. Yeah. Oh yeah. Đây, đây con. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Ha. Đây đây đây. Việt Nam. Việt Nam. Du lịch. Вау! Я хочу сейчас сравнить на пальцах для наших зрителей. Сколько стоит покататься на буйволе? 50 тысяч донгов. И 1 мешок риса сколько стоит, который вы собираете здесь полей? Примерно 350-400 тысяч. В день собирается примерно 1 мешок риса. 1 мешок за 1 день собирается. Представляешь, какой труд? И всего лишь 8 раз вот так вот покатать туриста. То есть это вообще несравнимые какие-то вещи. Вот такое время настало, когда туристы приезжают и могут тебе заменить целый рабочий день. Ok. Hả chú? Cảm ơn đã trả người ra được rồi. Muốn như thế thì... Как вы думаете, через 10-20 лет вообще останутся рисовые поля или все превратится в такой парк развлечений с катанием на буйволе? Эти поля — это история земледелия. Они создают пейзаж для иностранных туристов. Так что их точно не забросят, сынок. Такие вещи, как буйволы, животноводство, государство поощряет и поддерживает. Вот можно наблюдать, что вот прям на рисовых полях есть отели, отельные комплексы. А строятся отели, чтобы люди с красивым видом вставали, завтракали. Ну, для них это театр, да, а для дядюшки это реальность, реальная жизнь. Однажды государство хотело переселить меня. Здесь хотели все снести и построить курорт. Эти отели. Вон как тот. Но я отстоял свое право находиться на этой земле. И сейчас государство не может меня просто прогнать, потому что я несу в себе этот национальный дух занятия сельским хозяйством. Доход от туристов закрывает мои личные повседневные нужды, но туристический сезон длится не так долго. Так что главное — это радость, которую испытывают туристы. Все же мой основной заработок — это рис, племенные коровы и утки. Например, ежемесячно от продажи яиц я получаю 6 миллионов донгов. Отвезу жене, чтобы она их помыла. А утром ее задача пойти на рынок и все продать. Десяток утиных яиц, которые больше куриных, 120 рублей. В России столько стоят куриные яйца.
О, жара. Присаживайтесь, пока еда не остыла. Dạ, dạ. Con để mũ đây nha. Положи уже эту камеру и давай поедим. На вот, бери палочки. Камон. Это рис ваш? Да, конечно. Да, Да, наш. тот, который на полях растет. Да, вон там, видишь, целый мешок лежит. Кто встает раньше? Вы или он? Я. Вы? Я встаю очень рано, в 3 утра. 3 утра. Встаю и начинаю готовить еду на продажу. Потом в 5:30 встаю я и иду собирать яйца на продажу. Пока Фонг на поле, я продаю на рынке лапшу хотью, рисовую кашу, маринованные овощи и яйца. Потом возвращаюсь, делаю домашние дела и иду помогать Фонгу. Еще успевает заниматься готовкой и стиркой. Потом в обед, если успеваю, иду на поле косить траву. И собирать ее для коров. Моя жена, она всегда была со мной. Тихая, терпеливая, она прошла через все трудности. Первые 10 лет мы жили в нищете, ютились на задворках старой кухни в доме предков. У меня не было своего дома, это дом моих дедушки и бабушки. Можете сравнить, вот это слева, это все дом предков, а вот здесь справа, вот здесь, вот этот вот, можно сказать, небольшой домик по вьетнамским меркам. Это дом, где живет дядюшка Фо. В каждой семье есть дом для предков? Нет, это каждый, большой семье. Вот, их фамилия Фам. Вот Tư Đương Phạm Tộc. Да. А ток это что? Ток это клан. Тут значит дерево есть корень. Cây có cội, есть корень. А там nước có nguồn, то есть вода есть источник. И что это значит? Это же предки. То есть нам надо напоминать, вспомнить. Нельзя забывать свои корни, да. Бывали дни, когда вы оба говорили, что все, там, хватит с нас, давай все бросим, я так не могу, там, давай все продадим. У меня нет. У меня, да, бывали. А с чем это связано? В первую очередь, с низкими ценами на рис. То есть ты каждый день работаешь, а в конечном счете отдачи не получаешь, и от этого очень тяжело. А такое часто бывает? Год урожайный, год неурожайный, но при хорошем урожае падают цены. На рынке становится очень много риса. И такая закономерность всегда, сынок. В 2013 году старший сын пошел в армию и рассказал командиру о ситуации в семье. Что родители были на юге, а теперь вернулись в центр, к своим корням и бедствуют. Командир прислал 20 миллионов, на которые мы купили буйвола. Это был наш первый шаг. Ну ты и проглот. Вот такой он, любитель покушать. Когда мне было 12, я пас буйволов по найму, зарабатывал себе на еду. И вот ехал верхом на буйволе, и вдруг раздался взрыв, как от петарды. Буйвол испугался, резко дернулся, и я упал и сломал себе руку. То есть у вас кость неправильно срослась, да, я так понимаю? Я сломал руку, но не мог сказать об этом отцу. Он так тяжело трудился, и я не хотел его расстраивать. В семье все думали, что я просто простудился. Простудился, и все, ничего особенного. А после того, как она срослась, папа спросил, когда ты успел сломать руку, что она уже кривая? Но она уже срослась, ничего нельзя было исправить. Мне было слишком больно, и я не дался ее вправлять. Теперь это осталось как воспоминание. Сейчас я чувствую, что буйвол меня отблагодарил. Правда, я полюбил их, как будто у нас с ними особая кармическая связь. Она родила 5, понимаешь? Ежедневную работу на ней я даже не считаю. Я их вырастил и заработал на продаже 5 телят 130 миллионов донгов. Поэтому они мне очень сильно отплатили добром. А если бы сейчас вот вам дали $1 миллион, вы бы продали буйволов, продали бы поле? Честно говоря, многие хотят перекупить мою ферму. Предлагают сумму около 300-500 миллионов донгов. Но разве в этом дело? Эта земля — моя радость, моя жизнь, моя родина. Я хочу все делать своими силами. Продать можно буйвола, корову или урожай, но не эту землю. Она принадлежит государству, и если я не буду ее обрабатывать, я просто верну ее.
Слева ров с водой, справа ров с водой. Одно неловкое движение, и ты упал. Вот когда наступает пора сбора урожая, сынок, они свозят и ссыпают все прямо на обочину. Привозят и забивают все до отказа. Кто-то фасует зерно по мешкам, кто-то сушит, кто-то провеивает. Кто у вас покупатели, клиенты кто? Формально рынок свободен, но я предпочитаю работать по четким правилам. За годы я наладил прочные связи. Частная компания из Ханоя, которая поставляет мне семена, она же и скупает весь урожай. Поскольку я один из самых крупных производителей на этой земле, я сам контролирую сбыт. Это серьезный бизнес, так что я не могу позволить случайным людям диктовать условия. Награбили, получается, сено для буйвола. Чуть-чуть осталось. Очень жарко, прям слепит солнце, и у меня, наверное, уже лицо все сгорело. Но я-то поеду домой под кондиционер, а наш герой, дядюшка Фом, останется дальше работать. Фу, такая вот жизнь. Просто взваливаешь траву на плечи и несешь, сынок. Вот так и таскаешь всю свою молодость. Теперь это все нужно взять в охапку и отнести его в тележку. Не уколись. Трава очень колючая, очень жарко. Все это впивается в руки. Тяжело. Тем более я еще одной рукой тащу. Фу. Все, держу, иди вперед, не волнуйся. Окей. Это адский труд на самом деле. И так каждый день, каждый божий день. Вот за ужином вы берете тарелку риса, он для вас вкуснее от того, что знаете, сколько вы отдали сил, чтобы он появился на вашем столе? Конечно. Вкус риса зависит от того, как ты его растил. Например, на юге поля бескрайние, людей мало, поэтому там все делают беспилотники, распыляют химикаты тоннами. Да, это эффективно, но химия убивает настоящий вкус. Токсины вредят полям, и качество рисовых зерен получается хуже. Здесь, в центральном районе, в Хайяне, мы стараемся выращивать чистый рис. Мы сохраняем верность традициям, обходимся без этой массовой химии. Это чувство натуральности самое дорогое. Честно говоря, рис, который растет здесь, невероятно вкусный. В нем нет химии, только солнце и наш труд. Его по-настоящему приятно есть, сынок, потому что знаешь, что он честный. Я стараюсь использовать только органические удобрения. Удивляет то, что они не используют какие-то автоматизированные средства, сыпят удобрения. Смотрите, все делают вручную. То есть вот эти все поля, которые вокруг меня, это все нужно обработать вручную. Эта подкормка нужна рису, чтобы на стеблях сформировались хорошие колосья, и они правильно развивались. Чтобы колос налился и был богатый урожай, короче говоря. Там, где уровень земли пониже, я сыплю чуть больше. И там, где зелень уходит в желтизну, тоже сыплю больше. Вы делаете это сотни раз на дню. О чем вы думаете в этот момент, чтобы не сойти с ума от скуки? О чем я думаю? О мечтах. Ведь мы, люди, всегда мечтаем. О спокойной жизни, об удаче, о том, чтобы от наших дел была хоть какая-то польза. Вот такие мысли. Мысли о мечтах и есть мой двигатель. А какая у вас мечта? Честно говоря, в моем возрасте жизнь уже более-менее устоялась, но есть одна мечта, которая не дает мне покоя. Я очень хочу поехать на юг, чтобы найти учителей и друзей. Тех самых друзей, которые спасли и приютили меня, когда я был никем. Я хочу отблагодарить их за то, что они протянули руку моей бедной семье. Я очень-очень благодарен югу. У вас очень много усердия, все получится, обязательно поедете на юг и всех увидите. В этой жизни так сложились обстоятельства, которые сделали меня тем человеком, который стоит перед вами. Потому что я видел сложную жизнь своей семьи, как они мотались туда-сюда в тех тяжелых условиях. Именно те трудности выковали мой характер.
А если бы я жил в радости и был полностью окружен заботой отца и матери, то, наверное, не стал бы таким. Привет, моя хорошая. Как ты доехала? В школе учительница учила танцевать, а она ни в какую не хотела, стеснялась. Обычно она такая трусишка прямо, а потом раз, и у нее сразу все получилось. Ну-ка, посмотри, кто к нам приехал. Хочешь что-нибудь перекусить? Кун, а чем ты занимаешься? Я водитель-курьер. И сейчас у него уже собственный дом. Ты работаешь с папой в поле? Помогаешь ему? Очень редко. В основном, когда сезон сбора риса. Есть еще одна мечта. Мои дети. Я мечтаю, чтобы они смогли продолжить мое дело. Ну, Кун, ну скажи честно, вот пока нету папы, хотел бы работать в поле? Нет, я не люблю это дело. Мы живем в другом темпе. Совсем не в том, в котором жил отец. Помогаешь? Да. Это принято так, да? Ну, она сказала, не надо, но да, я так Молодец. Дядюшка Фом, вы счастливый человек? Счастлив ли я? Очень счастлив. Да, это тяжелый, изнурительный труд под палящим солнцем, но в душе у меня покой. Вечером выхожу сюда, иногда разговариваю со своими буйволами. Комары сильно кусают, да, малыш? Ох уж эти комары. Начинаешь искать вещи, чтобы разжечь дымокур. Бывает, уеду по делам на пару дней, и все, очень не терпится вернуться. Как только снова видишь плоды своего труда и с головой погружаешься в работу, только тогда радость возвращается, возвращается покой. Видишь все это, и на душе так радостно. Это все мое, и люди приходят сюда, они собираются, они смотрят, они получают новый опыт. Это тоже счастье. Скажу тебе так, когда люди приходят сюда, деньги не главное. Главное то, что мой труд вызывает у людей интерес и уважение. Они снимают видео, фотографируют, вежливо просят разрешения. Это приносит мне небольшую, но очень светлую радость. Мир держится не на тех, кто громче всех кричит в интернете. Он держится на таких людях, как дядюшка Фонг. На тех, чьих имен мы никогда не узнаем. Они просто молча делают свою тяжелую работу, чтобы нам было, что есть. И это заслуживает огромного уважения.